Всем привет из Аргентины! Меня зовут Наташа Макеева, я живу здесь уже год. В этом видео я хочу поделиться с вами ощущениями от страны. Расскажу, как мы искали для себя квартиру и обустраивали быт, учили язык, заводили новых знакомых, как я осваивала ремесло изготовления ковров, устраивалась на работу и вообще справлялась с депрессией мигранта и пыталась найти новый смысл жизни. Давайте начнем сначала. Мы прилетели в Буэнос-Айрес в апреле, только пережив зиму в Турции и оказались снова в осени, потому что март здесь, как в России, сентябрь. Мы заселились в апартаменты с Airbnb, которые выбрали методом тыка и не ошиблись. Это была двухэтажная квартира с отличными хозяевами в очень классном районе Чикарита. Мы должны были пожить здесь 10 дней, чтобы за это время найти постоянное жилье, но Аргентина была для нас настолько неизвестной страной, что мы не сразу смогли сориентироваться, останемся ли мы в Буэнос-Айресе или поедем смотреть страну дальше. А если останемся, то в каком городе жить и как вообще найти квартиру за адекватные деньги. Поэтому мы продлили аренду квартиры на 1 месяц, чтобы дать себе время сориентироваться. Самые популярные районы в Буэнос-Айресе для русских – это Палермо, Бельграно и Реколета. Здесь действительно очень большая русскоязычная община, но нам нравился наш район Чикарита. Он находится близко к центру, здесь есть большой парк для прогулки с собакой и вообще классная молодежная атмосфера. Поэтому мы решили искать квартиру для аренды в этом же районе со сроком на 3 месяца. До переезда мы слышали, что в Аргентине можно снять квартиру за $200-300 в месяц. Реальность состоит в том, что в столице за такие деньги это будет студия далеко от центра и без мебели. В итоге я нашла свеженькую 40-метровую студию с мебелью в новостройке. Цена за квартиру с коммунальными услугами составляла около $500 в месяц. Это был хороший дом с тренажерным залом, бассейном на крыше и общественной комнатой для праздников. Подвох был в том, что это праздничное помещение находилось прямо над нашей квартирой, и когда ей пользовались, а это в основном с 10 часов вечера и до утра, то, конечно, мы становились свидетелями каждого такого праздника. Мероприятия могли случаться по несколько раз в неделю, и это был настоящий ужас, но ничего с этим невозможно было сделать. Что же было в квартире? Кровать, стол, 2 стула, диван, журнальный столик, тумба с телевизором, от которого я потом избавилась, кондиционер, очень скромная кухня сразу при входе, конечно, без духовки, микроволновки, вытяжки и посудомойки, но зато с полноразмерным холодильником и морозилкой. Почти вся посуда в квартире тоже была. Также имелся большой встроенный шкаф, санузел с ванной, но без стиралки. Прачечная общественного пользования находилась в подвале, но чтобы постирать вещи, нужно было покупать в киоске фишки. Одна стирка плюс сушка выходили примерно 300 рублей. Ну и, конечно, очередь на стирку никто не отменял. Еще на балконе был мангал. Здесь он называется париша. В Аргентине это очень распространенная практика жарить мясо везде, в том числе на собственном балконе. И мы довольно часто собирались, чтобы пожарить на парише мясо и овощи. Мы арендовали квартиру на 3 месяца, но продлевали контракт несколько раз и в итоге прожили в этой квартире 9 месяцев. В квартиру нужно было докупать кое-какие кастрюльки и сковородки и немного текстиля. Я начала изучать товары в магазинах и, честно, цены меня совсем не обрадовали. Я даже скажу, что местами соотношение цены и качества отбивали желание что-то покупать. Хорошо, что моему мужу нужно было по делам лететь в Турцию, и я попросила его привезти мне целый чемодан всяких вещей для дома из Икеи. Кстати, на моем канале есть видео, где я показывала распаковку икеевских товаров, которые мне привезли. Хотя, когда мы только прилетели в Аргентину, с курсом доллара и ценами на продукты был полный порядок. $1 стоил 350 песо, а закупиться в магазине едой на 2 человека на нескольких дней выходило баксов 30. И вообще все продукты были дешевыми и очень вкусными. Ужин в ресторане на двоих выходил около $10. Но ситуация быстро менялась, и через несколько месяцев доллар уже стоил 700 песо, а с приходом нового президента Хавьера Милея официальный курс почти сравнялся с уличным, и цены на все моментально выросли в 2-3 раза. Теперь уже Аргентина не является такой дешевой страной для жизни, как раньше. Повышение цен отразилось на всем. Проезд в общественном транспорте, коммунальные платежи, бензин и цены на услуги тоже входят в эту группу.
Итак, с местом жительства на ближайшее время мы определились. Я потихоньку делала нашу жизнь уютнее, хотя в атмосфере неопределенности мне это давалось сложно. Мы точно не знали, сколько времени еще проживем в Буэнос-Айресе, год или всю жизнь. Мне не хотелось вкладываться и эмоционально привязываться к месту, которое, возможно, вскоре придется покидать. Но и испытывать чувство отложенной жизни тоже не в моем стиле, поэтому я решила все же потратить какое-то количество своего ресурса и организовать для себя ощущение настоящего дома. Мне давно хотелось купить цветок с большими листьями, и я на это решилась. Кстати, сейчас я получаю огромное удовольствие каждый раз, когда смотрю на него. Но нужно было двигаться дальше, а мысли об этом только провоцировали у меня угнетенное состояние, и я поймала ту самую депрессию иммигранта. Я переживала не только утрату своего дома и любимого дела, которые у меня были в России, но и плохо ориентировалась в самых простых повседневных вещах. Мне пришлось учиться буквально всему заново. Как пополнять баланс на телефоне, как жить без банковской карты, где купить и пополнить проездной, чем заменить привычные продукты и настроить режим питания. Когда плохо знаешь язык страны, в которой живешь, даже обычный выход из дома становится испытанием. Ты начинаешь вспоминать свою жизнь в родной стране, как там все было доступно и понятно, и уже не веришь, что сможешь создать хоть что-то подобное в новых условиях. Я уже не говорю про разлуку с любимыми людьми. Я вспоминала себя 8 лет назад, когда моя подруга вышла замуж и переехала в Париж. Она рассказывала, что у нее была дикая депрессия и чувство одиночества, а я не могла поверить в то, что так может говорить человек, которому посчастливилось жить в Париже. Теперь я очень хорошо понимаю, что такое депрессия иммигранта, и иногда у меня не было даже мотивации встать с кровати, и я плакала по несколько дней подряд. Что мне помогло выбраться из этого состояния? Во-первых, просто выходить из дома и гулять. Это переключает внимание на жизнь вокруг. Ты видишь этот красивый солнечный город, в котором живешь. В мозге начинают происходить какие-то другие процессы и образовываться новые нейронные связи. В один из тяжелых приступов депрессии мы собрались за полчаса и поехали к океану. Я моментально начала чувствовать себя лучше. Это была спонтанная поездка в красивейшую деревню на берегу океана, посреди леса. Мы видели колибри, павлинов, морских котиков и ездили на маяк. Видео с этой поездки смотрите по ссылке в описании. Так вот, за 3 дня путешествия мне стало сильно лучше, и я приобрела вдохновение на какое-то продолжительное время. Также я заметила, что чем лучше начинаешь понимать язык, тем увереннее чувствуешь себя в новой атмосфере. Общение с продавцами в магазине или с официантом в кафе уже не вызывает ужаса, а наоборот доставляет удовольствие. А если ты можешь поддержать хоть небольшую беседу с соседом или консьержем, то вокруг тебя уже как будто начинает образовываться социум. Как я учу испанский? За 3 месяца до отъезда из Турции я начала брать уроки испанского, а точнее кастижана – это аргентинский диалект испанского, у репетитора, который к тому же являлся носителем языка. 3 месяца я занималась по 2 часа 3 раза в неделю по скайпу, но за это время я успела только ужаснуться сложности структуры языка, запутаться и немного начать разбираться, что к чему. После переезда в Аргентину я перешла на обучение по системе Пимслера. Это аудиоуроки по 30 минут, где сначала слушаешь диалог, а потом пытаешься переводить легкие предложения на испанском языке, разумеется, с подсказкой диктора. Таких уроков очень много, и они с каждым разом усложняются. Для меня этот способ показался гораздо более эффективным, чем учить грамматику по правилам. Если вы тоже аудиал, то рекомендую попробовать этот метод в телеграм-канале. Ссылка на него есть в описании к видео. Помимо этого, я старалась хоть неправильно, но разговаривать с людьми. Например, в парке во время прогулки с собакой видишься каждый день с одними и теми же людьми, и есть возможность завязать беседу. В общем, чем больше начинаешь разбираться в языке, тем больше депрессия отступает. Это факт. Со временем я научилась разбираться в продуктах питания и чем можно заменить привычную сметану и творог, а с некоторыми продуктами и не пришлось разбираться, потому что я расколдовала для себя русский магазин, где продаются вареники, пельмени и гречка, пусть и зеленая. Говорят, что коричневая тоже есть, но никто еще ее здесь не видел.
Зато мы с удовольствием опробовали краковскую колбасу, сырники и корейскую морковку. Поэтому, если вы заскучаете здесь по русской еде, то не спешите расстраиваться, а спешите найти адрес русского магазина у меня в описании к видео. Этот магазин не решил только проблему с хлебом, потому что местный хлеб здесь довольно специфически сладкий. Но я знаю, где можно купить наш настоящий батон и бородинский хлеб. Я обязательно оставлю все явки и пароли внизу видео. Но еще с большей скоростью страх и неуверенность в себе уходят, когда появляется рутина и постоянное занятие каким-то делом, особенно если оно приносит деньги. В России у меня был бизнес по производству авторского варенья, джемов и соусов, но здесь организовывать подобный процесс я не хочу, так как работа с продуктами питания очень ответственная и требует больших вложений. Мы решили попробовать освоить новое ремесло и остановились на изготовлении ковров ручной работы. Для этого нужно было купить раму для натяжения полотна, специальный пистолет для тафтинга и машинку для стрижки ворса. И еще разобраться с подходящей тканью, нитками, клеем. Здесь в магазинах практически невозможно найти оборудование для тафтинга, но на Mercado Libre, это латиноамериканский агрегатор по продаже всего, типа Авито. Так вот, на Mercado Libre мы нашли пару вариантов покупки оборудования, один из которых нас особенно заинтересовал. Женщина продавала целый комплект, состоящий из большой рамы, пистолеты и машинки для стрижки, то, что мы искали. Еще она отдала нам целый пакет неиспользованной пряжи. Спустя несколько попыток познать мастерство изготовления ковров и подбора подходящих материалов, у нас все получилось. Но вместе с тем мы поняли, что себестоимость такого изделия довольно высокая, и чтобы зарабатывать этим достойные деньги, нужно продавать ковры по цене, некомфортной для большинства аргентинцев. Получается, что это дорогой товар не первой необходимости. Хоть я до сих пор иногда делаю ковры для себя, потому что это самое уютное занятие в мире, и потому что полы дома очень холодные. Но пока оставим этот навык на будущее и скажем ему спасибо за то, что он вдохновил меня начать снимать видео для YouTube. Создание YouTube-канала тоже очень сильно помогло мне справиться с грустью и пустотой. Благодаря этому я стала больше гулять, посещать разные интересные места с целью рассказать о них своим подписчикам. Буквально с каждым видео я стала влюбляться в Буэнос-Айрес все больше и больше. Еще я начала осваивать очередной навык – съемка и монтаж видео. У меня появилась цель в жизни – снимать интереснее и лучше, выкладывать видео одно за другим и наблюдать за своим прогрессом. И у меня появилась небольшая, но очень вдохновляющая мечта – выйти на монетизацию на YouTube. Для этого нужно набрать определенное количество подписчиков и часов просмотра видео. А также с переездом из Москвы у меня в жизни совсем отсутствовали какие-то качественные достижения. Например, просмотры в Instagram совсем умерли, я не зарабатываю деньги уже год и так далее. Для меня стало очень важно выйти на монетизацию со своим YouTube-каналом и порадоваться тому, что первая цель достигнута. Поэтому, если вы смотрите мои видео, но забыли подписаться, то я прошу вас нажать на кнопку подписки. Мне осталось набрать всего 500 подписчиков. К тому же статистика канала говорит о том, что без подписки мой канал смотрит аж 88%. И если мы это исправим, то моя мечта сбудется буквально сразу. Заранее всем спасибо. А тем временем в Аргентине наступила долгожданная весна, с которой я не встречалась уже год. После затяжного периода в кофтах и куртках можно было переодеться в легкую одежду и гулять по городу под всеми этими цветущими деревьями. Какая же красивая здесь весна! Весь город расцвел сначала розовыми деревьями лапачи, потом взорвался цветением хакаранды и осыпался желтыми лепестками акации. Прогулку по цветущему Буэнос-Айресу вы можете посмотреть в этом видео. Оно набрало в несколько раз больше просмотров, чем другие мои работы, и действительно очень рекомендую. Получите большое удовольствие от всех этих цветущих аллей. Ближе к лету мне случайно попалось объявление о том, что одна русская компания ищет сотрудника, и я решила попробовать устроиться к ним на работу. Я в основном снимала контент для YouTube канала и Инстаграма.
и проводила развлекательные мероприятия для их клиентов, типа экскурсий, бранчей и мастер-классов. Так все лето я проработала в основном в русскоязычной среде. Когда у тебя получается справляться с задачами, за которые тебе платят, то тревога за будущее практически уходит совсем. Но я также ощущала, какая это огромная разница, когда работаешь на себя, а когда на компанию. Но уволилась я, кстати, не из-за этого. У меня хорошо получалось работать в команде, но с приобретением первой работы я поняла, что при желании в Аргентине можно найти работу хотя бы в русскоязычном комьюнити. Здесь много русских, которые открывают свое дело, им требуются сотрудники. И таких примеров я видела немало здесь. Но другой вопрос – условия труда и размер оплаты. Лето у меня прошло очень насыщенно и интересно. Во-первых, в Аргентине весь февраль проходили масштабные карнавалы. Мне очень интересно изучать эту культуру, и я посетила несколько площадок в Буэнос-Айресе, чтобы посмотреть на этот праздник. Мне нравится такая атмосфера свободы и танцев в городе, и я с удовольствием сняла большое видео, где подробно рассказала об этой культуре. Ссылку на видео я оставлю в описании. Еще в феврале у меня был день рождения, и мы ездили отмечать его на ферму. Это был очень интересный формат глэмпинга. Мы жили в зернохранилище среди животных, которые находились на свободном выгуле. На территории фермы было все для комфортного отдыха в атмосфере единения с природой. Например, я купалась в джакузи прямо на веранде нашего домика, плавала в огромном бассейне и грелась в сауне, завтрак тоже был отличным. А еще я исполнила свою давнюю мечту и разбила пиньяду. В общем, это была супер классная поездка, видео которое вы тоже найдете на моем канале. Также это лето я посвятила поискам новой квартиры, так как студия стала для нас уже тесноватой. Нужно было найти что-то посвободнее, с отдельной спальней и стиральной машинкой. Квартиру, которая бы нам подошла больше, чем прошлое. Я начала поиски весной, за месяц до окончания нашего договора аренды, но вообще ничего подходящего по цене не было. Не хотелось повышать расход на аренду квартиры, и была иллюзия, что есть шанс найти что-то подешевле, но спойлер – нет. Здесь таких чудес практически не происходит. Мы продлили договор еще на 3 месяца, и все это время я наблюдала за объявлениями на сайтах Зона Проб, Меркадо Либре и в группах на Фейсбуке, где есть вариант снять квартиру от хозяина. Мы смотрели несколько квартир, и почти все они не соответствовали описанию или фотографиям на сайте. Кстати, за $200 мы видели только один вариант абсолютно пустой квартиры с видом на несколько строек. А мебель и техника в Аргентине сейчас стоят дорого. Поэтому для меня было важно снять квартиру максимально наполненную, вплоть до текстиля и посуды, чтобы не тратить на это деньги. Все остальные квартиры, которые мы посмотрели, были дороже и хуже, кроме одной. Это квартира на границе двух моих любимых районов – Колехиалес и Чикарита. Семиэтажный дом находится на красивой улице с кафе и книжными магазинами, где весь день фоном играет фанк. На каждом этаже только одна квартира, поэтому лестничная клетка имеет приватный вид. Эта квартира на 10 метров больше предыдущей и имеет отдельную комнату. Есть вся мебель – и духовка, и микроволновка, и та самая заветная стиралка. Душ, кстати, тоже удобный, со шлангом, а в ванной комнате имеется большое окно. От него супер светло и можно проветривать помещение. И вообще в этих апартаментах шикарные окна почти во всю стену. Очень красиво смотреть из них на закат. Единственное, чего не хватает в этой квартире, это хоть небольшого балкончика. Получается, что мы нашли квартиру за те же деньги, но гораздо лучше прежней. Пусть без балкона и с риэлторской комиссией. Заключили контракт на год и начали потихоньку перевозить свои вещи со старой квартиры на новую. Как раз на переезд у нас была неделя в запасе. В новой квартире наконец я смогла испечь шарлотку и не драться за возможность постирать вещи. Да, бывало и такое, об этом я писала у себя в Инстаграм. У этой новостройки было несколько сюрпризов, например, протекающие во время дождя окна, потолок и даже вытяжка. Но эти моменты уже устранили, и вообще такие вещи довольно распространены здесь, в современных домах.
Еще этим летом Аргентина дала мне возможность побывать на трехдневном музыкальном фестивале мирового масштаба. Фестиваль называется Lollapalooza, и это было грандиозно. Мы побывали на концертах легендарных групп The Offspring, Blink-182, Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, Jungle и многих других исполнителей. На моем канале есть отдельное видео с подробным рассказом о том, как это было, и фрагментами выступлений всех этих групп. Вообще в Аргентину приезжает очень много мировых звезд, и попасть на концерт вашей любимой группы здесь более чем реально. Так, например, весной мы ходили на стадионный концерт Red Hot Chili Peppers. Это было фантастически. Видео здесь. Так пролетело лето и наступила осень. Я уже начинаю утеплять дома пол, потому что зиму в Аргентине еще тоже нужно пережить. В новостройках здесь нет центрального отопления, и дома часто холоднее, чем на улице. Иногда мы выходим погреться на улицу в солнечный день. Отдельно я хочу рассказать про мой опыт медицинской помощи в Аргентине. Конечно, за этот год не обошлось и без болезней. Вот, например, перед переездом я готовилась и лечила зубы и в России, и в Турции, а здесь у меня все равно откололся один зуб. В одной стоматологии мне его очень плохо залепили, а записаться в другую клинику я не смогла без помощи наших местных друзей, потому что нельзя просто прийти в больницу без записи и записаться на прием уже там. Все это нужно сделать через бота, указав страховку и номер аргентинских документов. В итоге со мной поделились контактами русскоязычного частного доктора, и он меня спас дважды. Сначала с отколовшимся зубом, а потом, когда у меня воспалился нерв и болело все лицо. А совсем недавно у меня был жуткий насморк и проблемы с носом, и мне потребовался осмотр лора. Хоть здесь тоже нужно было записываться заранее, но я нашла одну клинику, где можно было платно посетить врача в порядке живой очереди. Мне выписали антибиотики, и здоровье поправилось. Название этой клиники будет ниже, и контакт стоматолога я также оставлю в описании к видео. Ну вот, кажется, я рассказала вам все основные моменты из нашей жизни в Аргентине в этот первый год. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, было много интересной и полезной для вас информации. Если это так, то обязательно подписывайтесь на канал, чтобы оставаться на связи, и ставьте лайк этому видео. А если у вас остались вопросы, то напишите их в комментариях. До скорой встречи в новом видео!